Человек, конечно. Человек, конечно. Именно из-за того, что ты человек и стараешься быть человеком, ты, в общем, врач. Ну, потому что отличает там доктора Газа или святителя Луку от доктора Менгеля? Возможно, доктор Менгель был лучшим врачом, чем доктор Газ. Тут вопрос в этом. То есть медицина — это определенный инструмент, конечно, так же, как и наука. И попадая в руки плохих людей с плохими намерениями, оно превращается в нечто прям ужасное. В зороастризме есть у Заратустра, да, вот эта троица, к чему надо стремиться в жизни. У зороастрийцев тоже троица, как у христиан. Это благие намерения, благие слова, благие дела. Вот когда ты вот эту триаду вот этих благих вещей нарушаешь, оно все равно туда проникает какое-то зло, что-то нехорошее, и, в общем, получается плохо. Но это все у меня еще от бабушки. Я из ортодоксальной советской медицинской семьи. У нас 4 поколения врачей. И до чего я дошел, да? Не пью анальгин даже. Но это эпоха, когда медицина еще не была поглощена фармакологией. Там есть очень много чего интересного. Это период, когда, в принципе, будущее могло пойти по очень хорошему пути. Так же, как и, например, автомобильстроение тоже, которое могло пойти по сторону электромобилей еще в начале 20 века. Но нефтяное лобби все задавило. В медицине то же самое делало фармакологическое лобби. Потому что в начале 20 века аллопатия, то есть наша медицина такая классическая, которая, в общем, замечательная, ее никто не гнобит, натуропатия, физкультура, гомеопатия, они все шли, в общем, вместе, и потом уже один из детей решил, что только он всех остальных снизвел, загнобил, придумал какой-то вот фильтр, через который проходит только он, и все остальные не проходят через этот фильтр, и вот только я. На самом деле натуропатия, физкультура, лечение силами природы, воды, воздуха и солнца, как у него написано, это, конечно, базовые вещи, которые в качестве профилактики, в качестве вообще образа жизни лишают необходимости в большинстве болезней, что, конечно, страшно, потому что если представить, что вдруг не станет аллергии, то что мы будем делать, да? Мне непонятна логика, в первую очередь, происходящего. Когда кто-то не заботится о том, что люди едят, и едят ли, что люди пьют, и пьют ли, всячески способствует, чтобы люди спивались. Уже, в общем, не надо никому доказывать, это всеобщий известный факт, что наркоторговля кем руководится, кем финансируется, как с ней борются и так далее. Вот со всем этим, когда тебе начинают круглосуточно от всех утюгов предлагать сделать что-либо, и даже если это вещь, не знаю, бритье ног, если у меня вот будут сейчас 20 раз в день все СМИ говорят, что мне надо побрить ноги, и этим я спасу соседских детей. Связи никакой, причем каждая часть этой цепочки, она опровергается абсолютно научно. То есть там нет никакой конспирологии, опять же. Но я не верю, что это благие намерения. Я не верю, что это благие намерения. Большинство, оно, безусловно, спит. И это, в общем, нормальное имманентное состояние для человека, у которого не случались встречи в жизни. Но не надо рассказывать о своей вере. Надо жить так, чтобы тебя самого спросили, да? Вот, есть какое-то большое количество людей, которые перешли на какие-то взгляды, схожие с моими, хотя я не подозревал об этом никогда. Но это происходило, потому что человек просто наблюдает за тобой. У меня в окружении огромное количество людей, которые там испугались, заперлись дома, вкололи себе все, что можно вколоть. Некоторые погибли. Ну, другие, которые остались, они за 1,5 года-то уже видят все-таки какую-то корреляцию, что их 10 раз обманули, меня ни разу. Потому что вначале сказал, что вот сейчас смотрите.
Ну и, соответственно, ты, если человек не покидаешь, и своим примером рядом показываешь, что, в общем, они постепенно это видят. Потому что вот недавно был у меня алкогольный трип с одним популяризатором науки. И вот человек сидит и мне рассказывает, что он популяризирует науку, что он за доказательную медицину, что он пытается разоблачить всех там каких-то зловредных людей. Я не против, кстати. Я всегда за критическое мышление. Я говорю, ну неужели ты, имея такую профессию, да, не хочешь тоже критическое мышление прикладывать к этой ситуации? Я за критическое мышление. Ты хочешь там критически переосознать гомеопатию, ради бога, ну давай тогда объясни мне, если научно верифицировано, что маски носить вредно и даже никак не защищает. Если научно, в общем, давно известно, что во время пандемии вакцинироваться не надо. Если научно известно вот это, вот это, вот это. Почему ты вот это не ставишь под сомнение? Ну, это политический момент. Тут, конечно, ты понимаешь, меня там типа растопчут. Ну, понятно тогда все. Ну, понятно. Ну и плюс надо понимать, что большинство моих таких товарищей и знакомых, они дико хронически больные люди. Ну, в научном смысле. То есть человек говорит, вот я только доказательная медицина. Я тоже за доказательную, просто у меня другое представление. Доказательная медицина, доказательная фармакология — это разные вещи. Вот. Потому что как можно доказать, что чтобы у тебя прошла аллергия, ты должен начать нормально питаться? Ну, вот сложно. Это там такой дизайн исследования очень сложно. Вот они там каждый день пьют по 35 таблеток от всего. И, ну, не знаю. Тут же, как в маркетинге, тебе должны продать идею. Вот идея, когда не продается, то есть ты видишь, что человек это практикует, он как-то вот плохо вот прям выглядит. Вот. Ну, как-то не хочется. Образ вот этот, он очень такой, это нервные люди, которые сидят на антидепрессантах, на каких-то антигистаминных. И причем я говорю, а в чем ваше лечение заключается, если оно пожизненное? То есть это же не лечение, это наркомания, это разные просто вещи энциклопедические. Вот. Так же, кстати, как лечение кариеса, кстати. Да? Отрезать и поставить протез — это не лечение, это замещение. Ну, это просто энциклопедические какие-то понятия, которые надо правильно произносить. Ну, не надо быть, не знаю, там, исследователем Паскаля или Платона, чтобы просто простую логическую цепочку. Ну, хорошо, вот, Дмитрий, вы вакцинировались, и вы меня призываете к тому же. Чтобы не умер сосед, тетя Марфа, например. Хорошо. А почему вы носите маску тогда, если вы вакцинировались? Дмитрий говорит, потому что я все равно могу быть разносчиком. Так, тогда как ты спасаешь тетю Марфу тем, что ты вакцинировался, если ты все равно носишь маску, которая все равно не помогает, которая, несмотря на маску, ты можешь заразить? И тут ты начнешь обманывать, говорить, что вот, ну, можешь заразить, но меньшей вероятностью, можешь заболеть, но с меньшей вероятностью, поболеть, вот это вот все. То есть тебе не могут ясной, логической вот это. И понятно, что это начинает клеймиться как альтернатива, конспирология. Более того, в эту альтернативу и в эту конспирологию начинают засылаться, ну, целенаправленно какие-то тролли, боты и шизофреники, которые начинают нести реальную чушь. То есть как можно дискредитировать какое-то движение? Туда надо отправить сумасшедших просто, которые будут говорить какую-то ересь. Что там, не знаю, надо лечиться, не знаю, там, обливаниями соляркой, например, достаточно. Но это не значит, что изначально постановка вопроса неправильна. Вот. Ну, плюс туда приходят сумасшедшие сами, в общем, это тоже надо понимать. И поэтому ты все свои тезисы должен проводить через критические аспекты. И данная ситуация прекрасна тем, что не надо вообще никаких тайных знаний, чтобы понимать, что происходит насилие над логикой в принципе, над всеми нормами медицины в хорошем смысле этого слова, эпидемиологии и так далее. Это вообще никак. И люди, которые делают это все с мыслью, что ладно, на одной стороне мы, такие добрые, хорошие, за доказательную медицину, за науку, а на другой стороне мракобесы. Вот это деление прививочник, антипрививочник, его уже нет. Нет этого деления. Есть просто люди, которые
несмотря на то, что их там 15 раз за год обманули, продолжают глотать вот это. Есть люди, которые просто этого не хотят. Среди моих сейчас соратников огромное количество людей, которые там, условно, прививки от кори себе делали, там, или вот столбняка. Но сейчас они понимают, что это вот что-то из ряда вон выходящее. У тебя не могут быть зачатки логики, вот это все принимать на веру. Ну, что такое мракобес? Ну, когда тебе 15 раз в сутки меняют показания, вот это мракобесие, мне кажется. Мы за свет, так что все нормально. Есть замечательное интервью академика РАН Зверева, по-моему. Это еще год назад. То есть он говорил, что мы пережили несколько коронавирусов. И, естественно, десятки, сотни тысяч вирусов. Ну, как и раньше, собственно говоря. Как и раньше. Понимаете, тут попытка поменять понятие. Ну, вообще, в принципе, надо быть просто здоровым. Что как раз еще один вопрос. Что все, что вам до этого делают, чтобы вы были хронически больными, несчастными людьми. А потом тебе говорят, что тебя обязательно должны что-то сделать, чтобы ты был здоровым. Ты не будешь здоровым. Уколом вообще нельзя оздоровиться. Здоровье – это образ жизни. Разбудите меня через 3 года, и окажется, что она ежемесячная или еженедельно. Потому что если не видно разницы, зачем платить меньше? Почему? Если пропихивается, будут пропихивать, понимаете? Поэтому самые большие преступники – это которые не были нацистами, а которые голосовали за Гитлера, чтобы как-то вот оно вот все успокоилось. Потому что надоело постоянно терпеть политические кризисы Веймарской республики. Потому что те, кто верят, это ладно. А вот те, которые типа, отвали просто, вот я вот что-то сделаю, чтобы меня оставили в покое. Тебя не оставят в покое. Ничего хорошего страх не приводит, в общем. Состояние страха, состояние стресса. А если брать просто бытовой аспект, то у меня там было несколько знакомых, которые умерли от новой коронавирусной инфекции просто, в принципе, только из-за страха. Только из-за страха. Потому что когда я заболел ковидом, я вел себя как обычно, в общем, по-дурацки так. Витамин С попил, погулял там что-то. Коньяк выпил, 50 грамм, лег спать там так, пару дней. И что-то так, в общем, прошло. А вот человек, там, типа, температура, кашель, и он впадает в дикую какую-то неадекватную панику. Ему все говорят, слушай, посиди дома, там, чай попей, там, витамины попей, не знаю, там, да. Он попадает в какую-то непонятную больницу, где нет ни знакомых, ничего, ему там включают какую-то... Просто. У меня несколько таких историй, когда человек просто на панике, на страхе. Потому что, естественно, тебе год говорили, и если тебе говорили бы год, что мухи, там все, муха залетела домой, и все, ты будешь выпрыгивать в окно, когда увидишь муху. Я просто имел несчастье в октябре прошлого года, тяжелый был месяц у меня, и я 3 дня остался наедине с телевизором. И не было ничего другого рядом просто, не было ни телефона, ни интернета. Я 3 дня смотрел, и вот когда тебе там раз в полчаса, там, в Оренбурге еще 5 заболевших, значит, и ты понимаешь, что, в принципе, если так рассказывать про герпес или про гонорею, люди точно перестанут заниматься любовью, потому что если им каждый сутки рассказывают, что гонорея, значит, у нас в Петербурге еще плюс 18 человек от гонореи заболело. И это даже не отменяет, что от ковида умирает огромное количество людей. Тут вопрос целеполагания, да, вот как это вот все подается. Вот как это все нагнетается. И, естественно, я тоже так сидел 3 дня, думаю, надо перестать это смотреть, выключил. Тургенева начал читать. 30 лет со всех утюгов. В чем самое интересное, если не брать даже поверхностные утюги, а вот какие-то такие профессиональные конференции для силовиков, там всяких интеллектуально прям одаренных, не дурачков, которые там по новостям. 30 лет говорят про перенаселение, что это проблема. С чего кто-то взял, что кому-то не нравится, что у нас много, я даже не могу себе представить. При этом интересно, да, что целые континенты находятся в состоянии хронического голода и засухи, это вообще никого никак не
Ну как голод в Африке — это оскомина. Это как говорить про мир во всем мире. Это же никто не собирается этим заниматься. И когда вот в этой обстановке, потому что если бы обстановка была другой, то есть если бы я был с Марса и вот жил бы на Земле 2 дня, я бы это все увидел, подумал бы, ну же реально хорошие ребята, они же прям хотят. А тут как бы вот эти вот те ребята, которыми мы тут давно сидим, и вот только они говорят, ну в первую очередь надо вот самые бедные страны, конечно, самых бедных людей, самые несчастные регионы. Такой, блин, так я там был много где, там прям типа, последние 30 лет электричества нет, воды нет. Ну, в некоторых местах электричества нет вообще никогда. Но типа там есть города у вас, где там прям под боком, где там просто ходят зомби-наркоманы, все там, все наркоманы, одни города там. Что вам мешало вот эти там десятки миллиардов потратить на это? Говорит, ну, это утопия. Это утопия. А вот всем поставить бесплатно 2 укола — это не утопия. Не знаю, то есть почему с героином никто так не борется? Не знаю. Во-первых, тут надо понимать, что есть в любой истории часть такая скрытая, а есть часть вполне открытая. Открытая часть называется капитализм. И она есть вот прям, и многие, кстати, мои друзья, которые не конспирологи, они объясняют это только второй частью. Они говорят, что есть просто капитализм, и там просто деньги. И что понятно, что если такая тема пошла, что можно продать чего-то на там, 300 миллиардов долларов, ну, все, понятно. То есть будут нападать, как и нападали, на ученых, которые там критикуют Кока-Колу или там, да, глютен. То есть даже глютеновые войны, посмотрите, что происходит. Глютеновые войны, да, там сколько денег тратилось, что популярные теле, радио и киноведущие делали посты, что завтрак нормального человека, я ем глютен, потому что это все, в общем, прекрасно. Да, это всего лишь глютен. Но есть производители глютеновой продукции, они это будут делать. То есть есть какая-то вот прям понятная часть, прям экономическая. И ей многие ограничиваются. Они говорят, это про деньги, понятно, сейчас будут эти вакцинные войны. Есть AstraZeneca, есть Moderna, есть вот наши, вот не наши, вот это все. Кто-то смотрит глубже, старается найти более глубокие вещи. Ребят, вы же понимаете, что вся антипрививочная история закончилась бы в год. Причем сейчас бы она закончилась в день. Вот я, вот ты. Вот пришла вторая волна, все непривитые сдохли в один день просто. Ну или оказались в реанимации в той самой красной зоне. А все привитые, здоровые, красивые, веселые, радостные. Еще у них и параллельно аллергии все прошли, и высыпания. И вообще они отлично выглядят. Все. Мы же не мазохисты. То есть все бы пошли, привились себя, детей, родных, собаку даже. Потому что ну, мы же хотим себе блага. Даже если тебе бы говорили, что это там, не знаю, там, что-то не так. Но ты бы увидел. А я вижу ровно наоборот. Вот благословенный Израиль, где у меня там половина моего класса живет. И почему у вас показания раз в 3 месяца меняются прям диаметрально? Мои-то как были, вот посты года полтора назад написаны, так они остались, то есть ничего не поменялось. Я давно говорил, любимая фраза. А у вас как-то это не сходится. Вы мне продайте идею, что это вот так, я ее проведу через анализы и скажу. А вы меня пугать хотите постоянно. Вы бы сказали это врачу в красной зоне. Так 65% сейчас привиты в красной зоне. Почему я должен испытывать какой-то ужас морально перед врачом в красной зоне? Это вы дебилы, значит, если вы оказались в красной зоне, а не я. То есть я тоже могу оказаться. Но в процентном соотношении ты больше. То есть не сходится, я говорю, не сходится просто. Мозг болит, к сожалению. Перед битвами кричали викинги, упоротые грибами, там смерти нет. Возможно, вообще никто не умирает вообще. Это многие не знают, смерти нет. Но как бы нет, есть статистика, можете посмотреть вообще. Сейчас PubMed же стал таким, я жду, когда закроют PubMed, потому что чем больше научно верифицированных, двойных слепых, рандомизированных исследований выходит, тем становится страшнее быть популяризатором вот этого всего ужаса, который они пытаются пропихнуть, потому что там вот все двойное слепое рандомизирование показывает, что уже 1,5 года нам постоянно врут.
Как не умирают? Умирают. Посмотрите PubMed. То есть я говорю с вами на одном языке. Я не верю, что Земля плоская, там, что, не знаю, там, надо лечиться мочой. Ну, вот. Я даже нурофен пил пару лет. Хронически, потому что у меня голова болела. Потом перестала голова болеть. Ну, то есть, ну, докажите мне. Вот вам PubMed, пожалуйста. Конец света искали прям всю христианскую эру, и нехристианскую тоже. Там какие-то моменты сходятся постоянно, поэтому не надо об этом думать. Вообще, если ты христианин, ты должен каждый день жить как последний, так в целом. В общем, знаю, что, возможно, может, придет наш христиано-иудейский Рагнарёк. Так что нет, нормально. То есть я это никогда не любил в том плане, что и что? Вот ты начнешь меньше грешить, надо это каждый день делать, потому что твой личный конец света может быть хоть завтра. Даже без ковида. То есть, ну что? Ну и апокалипсис, и что? Ты там наконец перестанешь пить и курить? Вот, или там бить жену, или что там делать? Начинайте. Апокалипсис, он вообще идет. Есть вот этот фильм Коппола «Апокалипсис сегодня». На самом деле «Апокалипсис now», да, вот, то есть мы в моменте должны находиться. Как моя любимая пословица: «Я такой же, как и вы, только лучше». Не, ну, безусловно, мы другие. В общем, ну, мы остановили фашизм, поэтому, надеюсь, у меня есть большие надежды на это, большие ожидания. Вот, потому что фашизм, он всегда все равно проиграет. Это важная вещь, это надо понимать. Как бы это все бодро ни начиналось, он всегда проигрывает. Всегда проигрывает, потому что, как говорил Пастернак, силы подлости и злобы одолеет дух добра. Все равно в человеке так много вот этого человечного, так много вот этого света, вот этой тяги к справедливости, что человек все равно в какой-то момент пробуждается. Вот даже если ему нужны какие-то там прям жертвы и полыхающие пожары, чтобы это понять. Ну, пожары уже есть, так что все будет хорошо. Война вообще всегда идет. Ради духовной она вообще всегда идет. То есть просто вот все эти апокалиптические вещи, я в них давно, то есть это всегда происходит. Просто для некоторых людей, кому страшно, вот, они часто это осознали. Они осознали то, о чем, в общем, я давно был в курсе. Так же, как многие наши, да, вот эти суперпанические сограждане, они же осознали то, что человек смертен. Я просто очень много работал в местах, где постоянно умирают. Для них это стало вдруг шоком, потому что они из Инстаграма, телефона, видеоигр, анонизма, вот из этого всего вдруг в какой-то день им сказали, что люди умирают. А они вообще не знали об этом. И их шок, и мое отношение, естественно, разное. Потому что я живу в имманентном состоянии, что человек вообще умирает. Поэтому надо, в общем, пожить адекватно, а не вот это вот все. Человечество, как это ни парадоксально звучит из моих уст, становится лучше. Потому что в процентном соотношении людей, осознающих нашу ответственность перед планетой, на то, что планета нас сейчас всех вообще скоро вышвырнет, если мы не перестанем заниматься этой ерундой, оно все больше и больше. И если бы не было любви, я бы даже, наверное, понимал сторонников депопуляции, потому что, конечно, люди очень порой недостойно себя ведут с планетой и вообще, в принципе. Вот. Но это все выправится. Не пройдет и 3 дней. С любовью можно резать хлеб ножом, можно убивать людей. Тут важно вот это понимать. Без этого и вообще никак. И надо понимать, что и наука в чистом виде без любви, и это привело к тому, что у человечества пропало вот это упоение наукой, которое было в начале 20 века, потому что упоение наукой без любви и привело ко всему тому, что было. И «Титаник» строили крутые ребята, и концлагеря, все было сделано добротно. Проводка там до сих пор работает, кстати. Кстати, там это все Siemens. Там все Siemens, там все качественно делалось. То есть
Да, без любви. А это можно назвать иначе. Это можно назвать гуманизмом, ответственностью, там, какими-то такими словами, если кого-то пугает слово «любовь». Но, безусловно, это так. От этого никуда не денешься. Света всегда больше, потому что мы живем вообще в свете. Тьма — это эксцесс. Вот. Тьма — это эксцесс. Поэтому больше, конечно, любви. Просто надо к этому прийти. И надо понимать, что есть любовь как оружие и юмор как щит. И этим надо пользоваться. Юмор очень важен тоже. Потому что, как говорил Померанц, ад начинается с пены у рта ангела, спорящего о правде. Да? То есть, когда ты даже за правду споришь, вот прям фу-фу-фу, так нельзя. Надо с любовью. Надо потом понимать, что твоего ближнего довело до этого состояния. Ты начинаешь смотреть, видеть этого ребенка, которого там недолюбили родители, и, там, вбили в него вот эту сверхтягу к ответственности и так далее, и так далее. То есть, ну, с любовью, с юмором тут такая история. Тезис, что вера вообще очень рациональна, потому что она высшая форма рацио, это, в общем, любовь. Это очень рационально и очень даже в чем-то эгоистично. Сердце выше головы, да. Все прекрасное, что мы вообще можем, направленное в бесконечность и в вечность, оно в сердце. А голова, она, безусловно, нужна, чтобы уравновешивать немножко вот это противоречие. Но сердце выше все равно. Если человек, безусловно, убежден, что после смерти ничего нет, ну, наверное, я бы тоже боялся, возможно. Поэтому я считаю настоящих атеистов очень смелыми людьми. Но даже если ты атеист и считаешь, что после смерти ничего нет, бояться, ну, чтобы эту твою единственную жизнь, и когда вообще ничего нет в этом, вот провести вот в этом страхе, в этом липучем, бродить по респиратору, по лесу, чтобы что, зачем вообще тогда? Ну, вообще убери это все и езжай в лес, я не знаю, там, за город хотя бы. Ну, потому что если это твоя единственная жизнь, зачем так жить? А если не единственная, то зачем так жить?